Мої вітання. Я Світлана. І сьогодні у нас запланована прогулянка по моєму саду. Иду на исходные позиции, так сказать. И у нас включили зиму. Выпал снег сегодня ночью. Буду рассказывать и показывать вам немного за кадром. Потому что Вадим Петрович отказывается быть оператором. Видела, у многих мужья снимают, а жены рассказывают про свой сад. Это вариант не наш. Буду снимать сама и рассказывать. Покажу вам, как я что сделала в саду перед снежной зимой. Про рододендроны, про пенисетум. Ну, просто погуляем по дорожкам. А в конце расскажу про наших Джек Расселов, как и обещала. Идемте. Немножко цветов сейчас покажу, чтобы не такая серая была картинка. Начну вот с этой аллеи со своими кипарисовиками и ивонны. Они у меня все связаны. Веревка не синтетическая, чтобы она не вмерзала прямо в растение. Для того, чтобы не разваливались. Я их не стригу. Посмотрю на следующий год, может быть, немножко крону загущу. Чтобы не случалось вот таких разломов. Видите? Ветка одна под тяжестью снега наклонилась. Ну, а в основном они все нормально себя чувствуют, связанные только снизу, сверху. Все хорошо, ровненькие стоят. Это на уровне пояса. Веревка у них. Веревка, повторяю, бечевка. Не бечевка, а как она, пеньковая веревка. Так, вот наши можжевельники, про которые я рассказывала. Вот это два можжевельника Минджулепа, которые отделяют стоянку. Я их снизу замульчировала сосновым опадом и обрезала нижние ветви. Вот так покажу вам. Которые прямо падали на стоянку. Стоянку будем делать в следующем году. А сейчас они выглядят вот так. Тут два пересаженных. Отлично себя чувствуют. А сзади ряд гортензий. Древовидные гортензии. Пузыреплодник никак не хочет листву сбрасывать. А на заднем плане это можжевельник Спартан. Маленький. 3 больших экземпляра растут у меня вдоль забора. Расскажу про них. И с этой стороны остались 4 взрослых куста. Очень красиво, когда заезжаешь на стоянку, они спускают свои ветви такие, заснеженные, не заснеженные. Видите, он отлично держит снег. Сегодня у нас где-то плюс 3. Ой, плюс 3, минус 3, минус 1 к вечеру обещают снег с дождем, а завтра похолодание. То держит уже нагрузку снежную. Видите, ветви не ломает. И хочу, чтобы вы порадовались, может быть, вместе со мной. Прижились 4 куста, которые высажены за периметром. Все с ними хорошо. Но пересадку взрослых можжевельников я вам не рекомендую. Так, сейчас мы обойдем, посмотрим на мою заснеженную инверсу, красавицу. Покажу вам кое-что интересное про пенисетум. Пока мы не перешли к пенисетуму, туда и к рододендронам, покажу вам кое-что интересное. Я хотела рассказать, это пихта корейская.
Новогодняя даже похожа, да? Как мои розы. Вот так укрыты лапником и заснежены. Тут две ветки. Обрезала я их довольно коротко, сантиметров по 30. Ну, у них ветви лежат вдоль земли, поэтому получилось они в снежном домике укрыты. Может, еще пару веточек нарежу. Это сорт розы. Сейчас прикреплю летние ее фотографии. Надя Миян Декор. Плетистые, укрыты. С двух сторон одинаковый сорт посажен. Это шнейвальцер. Кипарисовик Пельц Блю. Так я свои уже растения все почти знаю навскидку. Тоже он связан, потому что он аналогично крона у него, как у Ивонны. Инверса моя без опоры стоит. Такой вопрос когда-то был. Это когда маленькая совсем. У меня ствол там очень толстый. Сейчас покажу. Так, я шла вообще-то вам еще розы почвопокровные показать. Вот такой ствол у нее. Ей как бы опора не нужна. Она чуть тоньше моего запястья. Присыпана, красиво. Это тоже еще один спартан, можжевельник. Так вот, какие же розы у меня еще укрыты просто лапником. Это роза Quadre Seasons, 4 сезона. Вот я прикрепляю кусочек. Какая она красивая. Красивая роза. Маленькие цветочки, но очень такие фактурные, я бы сказала. Я сделаю отдельное видео про свои почвопокровные розы. Так, попросила Вадима Петровича, он номер закрыл наш, чтобы не маячил в кадре. Это тоже две розы, посажены симметрично. Вот так они под снегом. Они у меня и в прошлом году так зимовали. Думаю, будет с ними все хорошо. Тут Мэри Энн, по-моему, розочка. Что-то я ее решила тоже не укрывать спанбордом. А вот эти темно-бордовые Black Baccarat, потом какие еще темные розы, Magic, Black Magic, в этом году укрыты. Не знаю, что-то 2 года они у меня тоже были без укрытия. Барбарис Мария почему-то очень долго не хочет сбрасывать листву. Так, это наша Даника Ауреа присыпана снежком. Я про нее только вам видео показывала. Какие же еще розы у меня не укрыты. И почвопокровная роза. Аспирин. 2 кустика двухлетних. Просто закиданы лапником. Гортензии я только соцветия убрала. Так они себя чувствуют. И еще один куст аспирина. Тут даже веточка какая-то у нас видна. Мне кажется, они перенесут зиму нормально. И большой куст аспирина, который растет возле гортензии Limelight. А вот красивый вид такой барбарис. Колоновидный. Это название забыла. Я их сюда пересадила только осенью. С теплиц снег спадает. Я не чистила. Вадим Петрович только дорожки почистил. И все. А вот эти сугробы намело. Тут розочки укрыты. Тут розы Жанна Моро и Бриоза. Я их укрыла. Вот, возле Limelight. Надо же, я забыла опоры у Limelight убрать. Да, суета была. Укрывала, бегала и забыла. Вот такой. Этот куст уже довольно большой. Ему около 3 лет, по-моему. Он одним из первых был посажен. Да, около 3 лет. Но он у меня всегда зимует без укрытия. Вот как выглядят шаровидные туи. Если вы их пристригаете,
то они разваливаться не будут. Я смотрела, что некоторые садовники берут их и в сетки ставят шаровидные, то и чтобы не разломало. У меня как бы, такой проблемы нет. Все шаровидные держатся. Вот Спартан немножко развалился, видите? Его надо отряхнуть. Это туя Golden Smaragd, медленно растущая, я про нее расскажу. Так, вот мой Спартан, высоченный уже под 3 метра. Хороший очень сорт, мне нравится, он не колючий. Сейчас возьму веник, наверное, пройду тут, поотряхиваю. Вот это барбарис. Ягод сколько, видимо-невидимо. Кстати, эти ягоды опадают, и на следующий год под барбарисами молодые саженцы. Можете их смело выкапывать, высаживать. Нарастать они будут медленнее, чем черенкованием. Но у меня 2 маленьких кустика. Я прямо отсадила, уже они как кустики. Мне столько барбарисов, я не знаю, не нужно. Ну, так получилось. Вот Деринкауза уже на следующую весну заложил почки у нас цветочные. Будет все деревце усыпано. И на верхних веточках есть. Так, идемте наконец-то к пенисетуму и рододендронам. Там кое-что интересное. Идемте сюда. А то мы сбились с курса. Что я вам хотела показать в этой зоне сада? Пенисетум. Он у меня 2-й год. Это сорт пенисетум лисохвостый Red Head. Я злаки раньше не сажала, я к ним как-то равнодушна к злакам, но когда в питомнике, знаете, проходишь и увидела большие такие красивые метелочки у него. Мне понравилось. Я купила 2 кустика, 1 поделила пополам и посадила. 1, 2 и 3. Между ними опять же минджулипы. Надеюсь, не сильно огромные вырастут. Вначале про пенисетум, потом про рододендроны расскажу. Так вот, написали мне, что в комментариях, что надо эти метелочки осенью посрезать, потому что семена сеются по участку, и потом везде 1 пенисетум будет. Я метелочки обрезала, но такой вот куст не очень как бы визуально красивый. Я взяла секатор, это было в середине ноября, и вот так обрезала его такой маленькой кочечкой, скажем так. Обрезала, оно не очень красиво, но понад землей низко не захотела, потому что вы сказали, что он может вымерзнуть. Но поэтому оставила кочечку. Так, у нас там стройки продолжаются. Нам зима, не зима. Стройки. Не очень мне понравилось, поэтому я эти 2 куста оставила вот в таком виде. А потом в интернете увидела, что их можно очень красиво обрезать. Но у меня еще кусты не туго набитые, молодые. Вот такой вот пирамидкой. Видите? Визуально пирамидка. Думаю, вот этот большой куст, пирамида будет поинтересней. И решила я на следующий год буду все свои 3 обрезать вот такими пирамидками. Сейчас, конечно, тут пирамидка, тут развалюха такая, а тут плюшка. Ну, это, наверное, состригу тоже. Некрасиво, когда сухая трава в саду. Мне не нравится. Не знаю, кому нравится. Кому-то нравится. Про рододендроны. Вот что вы спрашивали, зачем мы их укрываем. Зона морозостойкости позволяет им зимовать без укрытия. Согласна на 100%. Но
У нас такая погода, то заморозки, то оттепели, то дождь со снегом, то один снег. Вот сейчас относительно совсем не холодно, снег мокрый лежит, подтаивает, скатывается, и вот этот снег, он легко поломает крону молодых кустов. Эти кустики я посадила летом этим. И в жару домики им от солнца ставили, потому что и поливали, принялись тоже все хорошо, но летом тоже не вариант сажать. Сажать надо или в мае, наверное, или уже в сентябре рододендроны. Но мне захотелось почему-то в июне 2 куста довольно больших купить. Зону эту делала и захотелось уже ее увидеть. Так, укрыла, обмотала. Мы использовали палки. Степлером я пристеплерила. И немножко, видите, сделан наклон, чтобы я не бегала, не счищала, а снег сам постепенно скатывался отсюда с рододендронов. Так у меня укрыты все кустики. Маленькие на дугах, совсем маленькие мои течеренки ящиками укрыты. А вот эти в таких домиках стоят. В один раз агроволокно плотностью 60. Но мы идем дальше. Так зимуют мои магнолии молоденькие. Рустика рубра и Хевенсцент, если не ошибаюсь. Глобозы нарастают. Я их один раз успела подстричь. Немножко сильно они развалистые, маленькие. Им надо плотнее. А крону, как вон от того, я рассказывала. Можжевельники обелиск. Тоже пристрижены. Будут создавать мне стену такую ровненькую. Посажены они интересно, в шахматном порядке. Сомкнуться будет эта стена. Комнату будет делать про комнаты в своем саду. Задумку я вам видео отдельное буду делать. А сейчас так наглядно мы увидим. Это моя магнолия Суланжа Альба Суперба. В один слой тоже. Я ее на следующий год вообще не хочу укрывать. Попробую. Это другой у меня рододендрон. Забыла уже название его. Тут магнолия. Не магнолия, а гортензия крупнолистная. Так, тут одна сосна самосевом. Она у нас была. И я ее как-то пытаюсь сформировать интересным шариком на ножке. А внизу не шариком, чтобы она мне огроменная тут не выросла. А вот хотела показать Blue Arrow мой. Не разваливается. В том году, сейчас прикреплю видео, как мы его в конце ноября, выпал мокрый сильный снег, и он чуть не напополам развалился. И я снимала видео, как мы бегали, связывали его. Летом застригла. Не сказать, что совсем кардинально, но застригла. И вот так вот он стоит. На него снег как-то и не наваливается. Еще один мой рододендрон Silver Lady. Серебряная леди укрыт. Это малыши. Вишня плакучая. Я, смотрите, как сильно укоротила ей ветви. Предполагается, что вот этот рододендрон будет под зонтиком вишенки вот этой плакучей. Но вишенка до земли ветви поотрастила. Даже не знаю, то ли рододендрон двигать куда-то, тут ему так хорошо. И вишенка.
представляете, на фразе «возле вишенки» я доснимала всю прогулку нашу, еще там 3 части. Хожу, зашла домой проверить, как там что. Потеряла микрофон, упал. Ну, сейчас, значит, с этого места, я вам обещала, уже не помню, про что рассказывала, по-моему, про ствол ивы недорассказывала. Вот, смотрите, покупался. Так, про собак еще не забыть. 3 веточки. Сейчас хочу выйти за периметр, покажу дерево, ее, от которого я эти веточки брала, как он в природной форме растет. Вы видите, как они попереплетались, тут сходились, а вот веревка я в том году, кембрик, резиновая такая, не веревка, это кембрик. А вот касается и стал срастаться ствол. 2 ствола срастается. Очень отзывчивое дерево такое. В природной форме покажу, какую он имеет форму. Вот эти все ветви, они поросль, идет от ствола, и не очень он красивый. Получается, дерево не очень красивое. А у меня выглядит вот так. Подстричь я его не успела. Уже весной мы с вами пройдемся. Вот так выглядит ива хакура нишики. Из кустика одну веточку оставила. У меня, получится, прививки. Нету того места, где прививка. Просто ветка, поросль я убирала. И вот так вот потом застригала. Сразу-то был жиденький совсем штамбик. Но это не искусственно созданный, а не привитый. Поэтому такой маленький. Прививку вообще у меня спрашивали, надо на зиму, у кого с прививкой растения, укрывать агроволокном. Именно место прививки у молодых штамбов. Так, вот, хотела тут вам показать. Рассказывала до того, как микрофон упал. Вот это куст минджулипа, самый первый мой. Вот так он выглядит. В диаметре он уже больше 2 метров. Я формировала его только снизу. Снизу убрала ветви, и он приподнялся как зонтом. Весной хочу еще больше поднять его, чтобы зонт выше был. А внизу и вентиляция, и красивее, когда растения немножко над землей приподнятые. Но естественная форма. Не привитые. Так, тут у меня создают вертикали мои растения. Пихта корейская и Blue Arrow. И растения, которые за периметром, сосны. Мои подрастут, и тут будет прямо целая стена, закрывающая соседей. Туя смарагд. Вот это паучок, осьминожка Тамарис цифолия. Расскажу о нем. Очень интересный сорт среднего можжевельника. А, даже это карлик. Это бульвард. Навалился на него снег, но я его уже не отряхиваю. Он у меня довольно крепкий. Такой, ветви не ломаются. У него очень мягкая хвоя. Я, помните, рассказывала, когда за него вот в сад интересно сажать разные формы. И колючие немножко, и не колючие. То вот самая мягкая хвоя это у бульварда. Почти как вата. Вот такой мягкий. Хотя у него очень красивые иголочки с белыми полосочками. Так, Мия. Коники мои тоже от снега не разваливаются они. Такие красивые. Форму коническую сами держат. Их формировать вообще не надо. От слова вообще.
Так, что тут я еще хотела показать? Вот эта клумба, на нее немножко ива дает тень, почему я иву и хочу обрезать. Но вот эти розы мои. Понизить крону у нее хочу просто. Тут под лапником сосновым зимуют розы Жанна Моро, Вединг Белс и, по-моему, Гаджера или Гаджара. Так, забег начался. Забег, Мия, я про вас еще не рассказываю. Траву все равно ищет и под снегом, смотрите. Там, под кустами. За эту клумбу не укрываю их, но что-то вот мне подсказывает, что надо докупить хотя бы 1,5-2 метра и накрыть одним слоем. Вот как даники не разваливаются, видите, от снега. Они хорошо пристрижены, 2 раза за сезон я их пристригаю. А между ними вопрос был, это можжевельник, средний Gold Coast. Буду рассказывать, покажу, но сейчас вот он прямо веточку положил на данику. Вот такая эта клумба сейчас зимой. Уже зимой, как выглядит. Так, перейдем сюда, покажу свои рододендроны большие. Домики у них построены, тоже с наклоном, чтобы съезжал снег под моим пузыреплодником. Так, переплетенные ветви. Вы мне писали, что некрасиво ветви у него. Да, у него ветви, кора, как видите, полущилась. Но у него это такая кора. Так она и есть. Это такой природный его. Природная форма. Лущится кора старая, снимается прямо такими лоскутами. Вы видите? Снимается. Так, это не вам. Это рододендрон металлика. Темно-темно-фиолетовый. С темным крапом и с темным таким красивый. Снег скрипит. Так, тут у нас укрытая роза Вестерленд. Там мой виноград сеткой, теневкой просто укрыла. И тут взрослые рододендроны, которые я вам показывала. Германия и как же розовым элеганс. Ага, вспомнила. Я уже растения так могу навскидку вам рассказать. Тут хорошо снег скатывается, а вот тут нехорошо. Ямище какая-то организовалась. Так, что-то собаки там Эвка выглядывает. Внизу у нас там сетка сделана, профлист не до самого бортика, бетонного сетка, для того, чтобы растениям не так жарко было, не накалялся профлист, немножко солнышко, проветривание. Мы специально эту стенку так сделали. У нас солнце заходит сзади этого забора. И вы знаете, нормально. Растениям хорошо. И действительно не получается, как консервная банка, прямо забор. Так, про клумбу возле дома сейчас расскажу. Так, эта клумба у нас прямо вдоль дома идет. Вот это связанных 2 элюма кипарисовика, 1 и 2. Плотно связанные, я их не пристригаю, поэтому они от снега могут разваливаться. Ну, наверное, уже в этом сезоне немножко форму поправлю. У него форма как большущая такая капля. У пионов не обрезала я вот эти побеги засохшие для того, чтобы ничего там не портится, мне кажется, не засыпано ни иголками, снегом, не перейдет никакая болезнь на корни.
Я уже не первый раз оставляю сантиметров по 10, чтобы мне весной было видно. У меня много маленьких кустиков, которые просто, я уже даже и забыла, где посажены, и я могу что-то придумать новое себе сажать и поломать эти мои новые пионы молодые. Был такой случай уже, поэтому я в этом году намеренно оставила большие прямо такие побеги. Снег у нас не падает. У нас тут отливы. Я не знаю, часто читаю, что с крыши падает снег. У нас не падает. Предусмотрены отливы. И дальше будет терраса, тоже будут стоки, стекает по трубам. Но это вопрос такой был, как у вас организовано. Люк приемный ливневки вот такой. Под дорожкой мы трубу проложили. А тут сами делаем большую, глубокую очень яму. 1,5, нет, метр на метр шириной и 2 метра глубиной. Вадим Петрович рыл, я землю возила. Мы потом забетонировали стены, армировали их сетками, бетонировали. Собаки помогают. И получилось, знаете, очень отлично. Вода уходит в песок, дорыли до песчаного слоя. И вся вода уходит. Таяние снега, сильные дожди, ливни, все уходит. Нужна еще вторая ливневка. Пока второй ливневки нету, вот с этой части зимней террасы, которая, надеюсь, скоро будет. Время покажет. Все так непредсказуемо меняется в нашем мире. Так, идем сюда. Стриженные формы мои всякими причудливыми загугулинами, спиральками, не спиральками. Держат. Все хорошо держат. Снег, вот даже такая длинная, большая, смотрите, держит снег, не ломается. Уже без опоры они стоят. Так. По снегу бегает. Вот вам про собак сейчас маленький кусочек покажу, расскажу. Эй, сейчас им 3 года. 3 года. Майя. Вот это лает, это Майя. Самая большая мышка. Так, Эвка, вы видите, пытается построить всех. Эва, тебя Мия, понимаешь, одной лапой своей сделает. Но она самая маленькая, самая вредная. Эвка. Самая дрочливая, как обычно. Все маленькие такие. А 2 самые большие, это у нас Мия. Смотрите, роет траву, ищет. Травинку нашла. Мия. Она самая спокойная, самая рассудительная у нас. Это Мия. А Майя... Так, Майя побежала бегать. Мышка. Мы ее Мышка зовем. Так, перепрыгивать через мои розы навесы. У нас самый первый год, когда мы розы вот так укрыли. Майя зимой гуляла, уже потемнело и залезла в туннель. Открыта была вот тут боковушка. Залезла туда, все домой зашли. А Майи нету. Мышка. А, вот у нее прогулочная трасса. А так, вдоль забора. Бежит. Промелькнула. И мы ее звали, она назад не выходила сама. Пришлось вот так разбирать туннель этот в одном месте, где она застряла, фонариком присветили, и ее доставали замерзшую уже. Вот такая наша Майя. А вообще она всех мирит, дружит. Любые драки она сразу становится между,
ну, драки, не драки, драчки такие, становятся между ними, как разделяют. И ее все слушают. Это наша мышка, Майя. Мышка, покажись. Это мышка. Так, это Эвка. Это Мия. Мия, сюда посмотри. Это Мия. Она у нас ищет ящериц, кротов. Ну, ищет, приносит уже дохлых, скажем так. Охотник. И Аделя. Аделя сама по себе собака. Очень любит играть. Самая игривая Аделька. Адель. Аделя. Она очень похожа на Марту, на нашу собаку. У нее также на мордочке напополам темная и светлая. Но хочу вот что вам сказать про эту породу. Порода это собак охотничья. В некоторых странах они даже запрещены. Так, вот вы их увидели всех вместе. Вот такие они у нас. Очень добрые, очень послушные. Если рассказывать о истории появления Джек Расселов в нашей семье, то она не такая и веселая, как может показаться. Наша Марта умерла на последнем дне беременности. Ей делали кесарево сечение, щенков спасли, а ей не помогло ни переливание крови, ни любые действия. В общем, однодневные щенки, даже не однодневные, а меньше, остались на нашем попечении. Мы их выкармливали сухими молочными смесями для собак. Роял Канин есть такие. Бессонные ночи. Нам все говорили, что вряд ли у вас что-то получится. Но они выросли. 4 девочки и мальчишка, который сейчас живет у дочки в другом городе. Вот я его кормлю как раз. В общем, когда пришло время продавать их, мы не смогли. Выращенные наши, как детки наши маленькие. И они остались с нами. Все 4. Сейчас мы не представляем, как могло быть иначе. Ну все, до встречи в следующем видео. Будут, наверное, какие-то цветы, чтобы не такая зимняя, холодная, не очень яркая картинка нам была. Мия, твои уши только торчат. Иди сюда, пошли домой. Греться пойдем, чай пить горячий с лимоном. Настали времена такие. Пойду повыбираю себе пионы новые. Занятия, да, есть. У нас еще продажи не открыты. Но я уже сорта выбираю. Если мы будем сажать цветы, значит, они будут цвести. Всего хорошего!